Привет, друг, с тобой Ваглюк. В своих видео, где я, например, разбираю работы подписчиков или делаю что-то в блендере, я использую аддоны. И в комментариях мне приходят вопросы, что я нажал, да, какой аддон я использую для каких-то действий. И чтобы не отвечать каждому человеку в комментариях, потому что таких вопросов очень много, я решил записать отдельное видео, в котором покажу все свои аддоны в блендере, которые я использую в рабочем процессе. Поехали! Перед началом я хочу поблагодарить всех своих спонсоров и рассказать про свою страницу Patreon, где я предлагаю услуги менторства по созданию 3D-моделей для игр. Ознакомиться с уровнями подписки можно, перейдя по ссылке в описании. Выбирай удобный для себя уровень и присоединяйся к нашему комьюнити в закрытом Discord сервере. Встретимся там. Итак, я уже открыл вкладку настроек, перешел в аддоны и сделал так, чтобы мне Blender отображал все аддоны, которые у меня включены. И я решил рассказать не только про пользовательские аддоны, но и про кастомные, которые в Blender используются. Ну, давай начну по порядку. Значит, первый аддон тут называется HardOps. Он у меня 9-й версии. Я его давно не обновляю, но, впрочем, в этом и нет надобности. Значит, что делает этот аддон? Добавляет такую кнопочку. Вот. Если мы на нее нажимаем, у нас разворачивается менюшка, где мы можем создать вот какую-то форму, да, и здесь есть модификаторы, тут какие-то летисы, курвы и тому подобное, поэтому, ну, можете разобраться с этим, да, использовать. В основном очень полезная штука при создании пружин. Я сейчас нажимаю на эту пружину, и вот она у меня создается в сцене, и это еще не все. Если я нажму Ctrl, у меня появятся такие точки, за которые я могу двигать. И каждая из этих точек отвечает за какой-то конкретный параметр данной пружины. Вот. И если мне нужно что-то создать, да, такой формы, я переключаюсь на HardOps, нажимаю сюда, бах, у меня создается пружинка, которую я настраиваю, как мне удобно. Дальше я могу тут использовать, например, вот такой вот lattice, да, который там, надо будет его настроить еще сюда, на эту пружинку. Но еще HardOps включает в себя такую функцию, на Q она вызывается, такая меню. И тут вот у нас идут Sharpen, Bevel, Array. Это, в общем, модификаторы, да, которые мы можем применить и использовать вот в этом окне, да, для того, чтобы нам сюда не лезть. Мы можем нажать Q, и у нас вызывается такое быстрое меню, где мы, например, можем нажать Array и просто тянуть мышкой, менять там положение, да, например. Вот, но понятное дело, что здесь вот есть все модификаторы, которые у нас используются в блендере, и мы здесь это можем быстренько применить. В основном я пользуюсь модификатором Lattice, потому что если я сюда нажимаю, оп, он у меня уже создается по форме объекта, и на самом объекте добавляется этот модификатор. И мне не нужно ничего привязывать, пипеткой выбирать этот Lattice, и как это нужно делать в ванильном блендере, да, я могу уже использовать этот модификатор. Так бы мне пришлось лезть сюда, потом искать этот lattice, потом создавать его, подгонять по форме, нажимать пипеточку, выбирать. Но это занимает много времени. Итак, это насчет HardOps. Что еще делает HardOps? Я часто пользуюсь для просмотра сетки. Если у меня есть какой-то объект, и мне нужно посмотреть его сетку, не переходя в Edit Mode, так-то я могу так это сделать, да, но я не хочу переходить в Edit Mode, и я нажимаю вот Wireframe, и у меня сетка показывается. Это аналог функции, которая вызывается вот в менюшке Overlay, галочкой Wireframe. Тут мы можем настраивать отображение, но, как я сказал, это не конкретно эта функция, она вызывается через Q, вот это именно хардопсовский array, ой, не array, а Wireframe. И помогает мне смотреть, да, не заходя в Edit Mode, сетку. Также я могу это все отключить. В общем, у HardOps очень много функционала. Если захотите, можете даже пиццу какую-то заказать себе. Я этим ни разу еще не пользовался, но, в общем, знаете, что такое тоже тут присутствует. Итак, давай перейду к следующему этому аддону. Называется LaserName. Очень полезный аддон, который позволяет тебе переименовывать объекты для бейка. Если у тебя есть там 4 хайпольных меша и 1 лоупольный, да, и в этом лоупольном меше надо его переместить в бейк-группу в Marmoset, и 4 хайпольных меша идут в бейк-группу
в подгруппу HighPoly, да, и мы можем это сделать как? По стандарту мы можем вручную в Marmoset перетаскивать, да, объекты по папкам, либо же в Blender, да, ну или где вы там работаете, меши назвать с суффиксом low и high. Так вот, представь, что у тебя там 70 этих мешей, да, и тебе нужно каждому лезть, добавлять суффиксы. И если у тебя, например, несколько HighPoly на одну low-poly, то тебе придется еще добавлять дополнительные суффиксы 1, 2, 3, чтобы Marmoset понял. Так вот, чтобы не тратить на это все время, давай я создам... Нет, circle неподходящий. Вот, например, куб, да. Ё-моё, где мой куб? Вот, обычный кубик, да, и у него там, например, будет 2 хайпольки, вот эти. И сам кубик будет лоупольный. Значит, обрати внимание, то, что сам кубик, который я хочу, чтобы он был лоупольным, да, он называется куб. Все остальное называется куб, там 0.1, в общем, это совсем другие названия. И... как бы я это делал, если бы не было у меня аддона LaserName. Я бы зашел в куб, да, либо дабл-кликом, либо через F2, написал бы сюда low. Вот. И то же самое я бы делал с остальными, только написал бы не low, а high, и надо, чтобы тут вот это 0.2, тут этого не было. В общем, пришлось бы потратить какое-то время на то, чтобы настроить. Но... что я хочу сейчас показать? Давай, например, назову этот куб, ну, буквы T, да, и это будет у меня low-poly mesh. Все остальное должно быть high-poly, которое относится именно к этому кубику. Я выделяю все это дело и в конце выделяю low-poly, чтобы он был как бы активным элементом у меня. После чего мне нужно просто нажать на кнопку LaserName и посмотрите сюда. У меня у каждого меша разное название. И активный элемент, вот, куб, который называется TT. Это будет лоупольный. Я нажимаю на кнопку LaserName, и все меши называются теперь TT, да, чтобы соответствовали названию low-poly. И с определенным суффиксом. Тот, который был активный, на него назначается суффикс low, а все, которые не активны, но тоже выделены, на них назначается суффикс high. High 1 и 2. Вот. И это будет первая группа, да, первая бейк-группа. То же самое нужно делать с остальными мешами, которые будут разбиты на другие бейк-группы. То есть каждый клик на эту кнопочку, он тебе делает бейк-группу автоматическую, которая будет подгружаться сама в Marmoset. Если что-то непонятно, ты можешь зайти в интернет, узнать про этот аддон, там почитать, посмотреть, как им пользуются люди. Там есть инструкции, да, к каждому из этих аддонов, понятное дело. Я только рассказываю основной принцип, да, и так вкратце, потому что видео получится на целый час. Я думаю, так оно и получится, но я постараюсь как можно быстрее. Значит, следующий аддон, это у нас modifier list. Что он делает? Значит, первое, что он делает, я сейчас создам какой-то объект, например, такую квадросферу. И по умолчанию расположение кнопок, да и вообще существование вот этих вот кнопок, которые ты тут видишь в окне Properties, во вкладке модификаторов, не существует. Эти кнопки добавляются при помощи модификатора Modifier List. Что они делают? Например, я сейчас накину сюда модификатор Bevel, да, и смотри, я могу накинуть сюда еще модификатор триангуляции. Компьютер немного подумает, конечно. И смотри, у меня теперь два модификатора. Я хочу, например, сделать так, чтобы все модификаторы были у меня скрыты. Я нажимаю на первую кнопочку, все модификаторы выключаются. Хочу их обратно включить, нажимаю сюда же. Теперь я хочу эти все модификаторы применить. Вот все сразу в один клик. Нажимаю сюда, Apply All Modifiers, все, они мне применяются. Или я хочу все это удалить. Вот нажимаю на третью кнопочку, я это все удаляю. Также здесь можно вот перемещать их, да, вверх-вниз. Перетаскивание не помогает, только вот эти кнопочки. Либо вот минус, чтобы удалить. И также в чем прикол? В том, что если у тебя не установлен этот модификатор, то для того, чтобы зайти в настройки какие-то более глобальные по какому-то аддону, тебе нужно разворачивать свиточек, да, там, например, в Bevel тут будет Data, и ты его должен развернуть, и для того, чтобы тебе были доступны функции, например, там, клампы, вот эти всякие offset type, но здесь же оно уже все развернуто, и все, так скажем, на блюдечке преподнесено, и тебе нужно просто проскроллить немного вверх, если позволяет окно, и все, и начинать этим пользоваться, вот. Но еще в чем прикол, если ты работаешь вот в таком широкомасштабном окне, я сейчас давай включу
шорткаты для того, чтобы можно было понять, что я нажимаю, чтобы переходить. Ctrl и пробел, да, например, вот сюда. И если ты работаешь в таком широком окне и хочешь применить какой-то модификатор конкретный, и HardOps, например, там, где будет трудно это сделать через HardOps, например, тут нету weighted normal, я что-то его тут не нахожу, тебе приходится возвращаться обратно, тыкать сюда, ну, в общем, это никому не интересно, да, и что нужно сделать? Alt-пробел нажимаешь, и вот такая менюшка у тебя появляется, ну, это замена менюшки, которая вот тут. Alt-пробел нажимаешь, модификатор какой-то, да, вот тоже weighted normal, начинаешь его настраивать. Все. Не выходя из широкого окна, ты можешь это все дело применять, редактировать, очень удобно. Так, следующий аддон, это уже четвертый даже, ничего себе, PowerSave. PowerSave аддон очень полезный, я его всем рекомендую. Почему? Потому что он создает дубликаты Blender файлов, да, он сохраняет автоматически с каким-то интервалом, он создает папку автосейвов, в которой помещает несколько копий этого Blender файла, например, с промежутком там 2 минуты или 30 минут, в общем, что ты ему укажешь. И при его включении появляется такая кнопочка молнии, и если на нее нажмешь, ты можешь тут настроить больше параметров, вот, Use Autosave, например, ты можешь мои параметры использовать. Автосейв обычно у меня работает через 2 минуты, то есть мне, чтобы этот аддон заработал, нужно один раз сохранить вручную. Я его сохраняю, выбираю путь, где должен лежать Blender файл, да, с моим этим проектом. Все, остальную работу делает уже сам этот аддон PowerSave. Он через каждые 2 минуты, тут можно настраивать это все под себя. Он мне не перезаписывает файл, он мне создает копию и помещает ее в папку. Это нужно для того, чтобы я смог откатиться, например, открыть другой Blender файл, который был копией вот моей оригинальной сцены только 30 минут назад, да, например, или 2 минуты назад. Autosave folder, тут можно сделать override, да, это значит, что у тебя файл перезапишется, но мне такое не нужно. И autosave в temporary files, это означает, что, знаете, вот в Blender есть такая функция temporary files, и если ты ее включаешь, то у тебя сохраняется файл Blender .1, да, то есть .blender 1. И тебе для того, чтобы этот непонятный файл стал блендеровским, нужно эту единицу стереть в названии файла. И тогда у тебя появляется вот оригинальный, да, блендеровская сцена, которую ты можешь открыть в блендере. Так вот, тут PowerSave тоже их может сохранять, и тоже ты можешь говорить, сколько времени ему нужно для того, чтобы сохранить что-то, и сколько версий. Очень полезная штука, чтобы ты не прожимал каждые 4 минуты этот Ctrl-S, он за тебя это делает все. Переходим дальше. Retopoflow. Прикольный, очень прикольный аддон, который я использую для того, чтобы сделать ретопологию. Работает по принципу ретопологии в Maya, там есть Quadrow, вот в Retopoflow тоже есть Quadrow. И там еще другие есть функции, там стрипсы всякие, то есть ты можешь растягивать там полигоны, оно будет обволакивать твою модельку хайпольную полигонами, там настраивать. В общем, чтобы вот разобраться с этим аддоном, тебе нужно вот посмотреть какой-то туториал по этому аддону, потому что сейчас за 5 минут я тебе не смогу рассказать в полный его функционал. В общем, ну давай кратко, очень кратко это все сделаю. Например, у меня есть какая-то квадсфера, да, которую мне нужно заретопить. Я ее выбираю, сейчас переключусь в широкий экран, вот, Retopoflow. Нажимаю сюда Add Active, то есть у меня это должен быть выделенный, да, как активный, и у меня начинает UI по-своему работать с этим аддоном. И здесь я выбираю Polypen. И с Ctrl могу вот так вот делать полигоны, да, растягивать. Также тут есть контур какой-то есть. Вот, например, да. Я беру, вот так вот делаю. Сейчас, оп. И у меня создается по контуру такие полигончики. Ну, в основном я пользуюсь Polypen и Knife, ножиком, для того, чтобы что-то там разрезать, например, да. Также, чтобы что-то удалить, это Ctrl-X и выбираешь что, да, если это, например, ну вот я удалил сейчас, да, что-то можно растворить или полностью удалить. Дальше нажимаешь Exit, и после чего у тебя это UI исчезает, да, и единственный минус, если у тебя кастомные настройки цвета моделей, да, как у меня, например, то оно начинает тебя сбрасываться. Я не знаю, что с этим сделать, но, в общем, для меня не особо такая большая проблема. Так, дальше. Что у нас идет дальше? Это Extra Objects. Extra Objects есть такой, Add Curve Extra Objects и Add Mesh Extra Objects. Да? Вот что они делают. Add Mesh
Extra Objects добавляет, я уже не помню, что вроде бы Rogue генератор, всякие шестеренки, трубы, там что-то типа такого, да, в общем, надо разобраться с этим. Единственное, что я использую, это квадросферу, да, даю вот так вот Subdivision Levels, и смотри, просто у меня создается сфера, которая была сделана из квадрата. Я смогу там на хайполе этапе, да, сделать такие вот плавные формы, которые не будут вызывать потяг, если бы я это делал через обычную UV-сферу. Ну, чтобы такое создать без этого аддона, да, тебе просто нужно создать кубик, на него навалить, например, Subdivision на двоечку там, или на единичку. Потом тебе нужно будет это все дело применить. И все, и ты получаешь такой же результат. Вот. Но, кроме этого, он еще накладывает модификатор Cast, который закругляет твой кубик, и он получается более точным. Вот. Так, следующее, что у нас идет дальше? Идет Bolt Factory. Очень крутой аддон для того, чтобы создавать резьбу. Он вызывается, ну, чтобы открыть менюшку этого аддона, нужно нажать на Shift-A, перейти во вкладку Mesh, и тут вот появляется кнопочка Bolt. У нас создается такой болтик, мы можем настраивать ему шляпку всякую, да, но я этим никогда не пользовался, потому что я не вижу смысла вот это все делать, потому что тут появляется сетка не под Subdiv, она появляется с энгоном, и вот, в общем, такая фигня. Но тут можно настраивать еще эту резьбу. Здесь можно делать ей такую длину, там сколько этих штук тут будет. Очень прикольно для того, чтобы сделать, как я уже сказал, резьбу, да, и тебе нужно будет просто удалить эту шляпу, вот получаешь ты резьбу, которая под Subdiv хорошо смотрится. Только нужно дать больше толщины здесь, для того, чтобы фаска была не такая острая, да, если отлетать назад. И вот, готовая тебе штука, которую ты можешь потом запечь на обычный цилиндр. Собственно, я так и делал еще в старом видео, где делал циркулярную пилу, да, в стиле Dainlight. Следующий аддон идет у нас Drag and Drop. Я вот буквально час назад установил, потому что я не знал, что такое существует в Blender, да. Значит, ну, как он работает? Обычно Drag and Drop в других программах, в Maya, в Rhizome. Ты открываешь в проводнике там какой-то файл, FBX или Object, берешь просто мышкой, перетаскиваешь его вот сюда в 3D окно, и он у тебя импортируется. Вместо того, чтобы ты нажимал вот так вот, экспорт-импорт, и выбирал это все вручную, берешь, просто перетаскиваешь, и он тебе сюда становится. Называется он, опять же таки, называется он Drag and Drop Import. Вот. Переходим дальше. Импорт-экспорт FBX формат, это по умолчанию он установленный. Дальше, импорт-экспорт GoB. GoB это такой аддон, который позволяет тебе контачить Blender с ZBrush. Он тебе дает такие три кнопки в Blender: экспорт, импорт и manual. Manual это инструкция, как им пользоваться. В основном ты пользуешься экспорт и импорт. У тебя есть что-то, что нужно закинуть в ZBrush. Ты нажимаешь на объект, нажимаешь экспорт, у тебя сразу же открывается ZBrush, и в него залетает этот mesh. То есть тебе не нужно его экспортировать, открывать ZBrush, импортировать, растягивать, включать Draw Mode для того, чтобы ты мог его крутить, да. Этого не нужно делать. И очень сильно это ускоряет процесс. Просто нажимаешь кнопочку, все, у тебя все открывается. В ZBrush там тоже нужно установить дополнение, которое идет к этому аддону, которое позволяет обратно в Blender закидывать. Там называется уже GoZ, да, то есть GoB это Go Blender, да, GoZ это Go ZBrush. И там ты нажимаешь кнопку GoZ, выбираешь, что куда тебе нужно, да, в какую программку, в Blender там нажимаешь, выбираешь путь, где этот Blender находится, да, и тогда этот из ZBrush залетает mesh тебе в Blender с теми же скейлами, да, в то же место. Если нейминг одинаковый, если тут сфера и там сфера, то он перезаменит. Вот так вот. Следующий аддон это у нас Import Images as Planes. Очень крутой аддон, если ты используешь картинки как объекты окружения. То есть ты добавляешь картинку, накидываешь на нее эджи, экструдишь их и получаешь какой-то дом, да, например, у которого уже есть своя текстура. Вместо того, чтобы создавать этот дом, делать для него развертку, искать текстуры в интернете и накидывать эти текстуры на развертку. В общем, вместо того, чтобы этим заниматься, Shift-A, Image и Images as Planes. Все. У тебя создается полигон, ну просто обычный плейн, да, четырехугольный, с размером
картинки, да, если это, например, 1К картинка, то будет квадратный полигон с накинутой на нее в шейдинг, если я зайду, там на нее накинется материал, и у этого материала будет нода iMesh Texture, и там эта картинка будет подгружена. Вот. Я этим довольно уже редко начинаю пользоваться, потому что не приходится использовать. Дальше идет у нас импорт-экспорт UV Layout. Это вроде как по умолчанию стоит в блендере эта штука. Что она помогает делать, это если ты сделал какую-то развертку, да, например, вот обычную сферу UV-шную, вот я сейчас сделаю развертку. И тебе нужно, например, в блендере закомбайнить нормалку. У тебя есть одна нормал мапа и другая нормал мапа, но тебе нужно из одной в другую закинуть какую-то информацию по конкретному шеллу, да. Вот у меня, я хочу вот этот shell закинуть из одной нормал мапы в другой. Вместо того, чтобы наугад в фотошопе маску создавать и вырисовывать, да, наугад вслепую, можно в блендере сделать экспорт UV-шки. Выбираешь все эти шеллы, переходишь в UV, экспорт UV Layout, и тебе нужно теперь выбрать, какое будет разрешение, какой размер, сколько прозрачности шеллов, все. И теперь тебе остается в Photoshop закинуть эту картинку PNG-шную с прозрачностью и использовать ее как трафарет, чтобы по ней рисовать и комбайнить карты. АОшка, там, Normal очень полезно, если тебе нужно собирать несколько в одну часть. Идем дальше. Так, следующий аддон у меня тут называется импорт-экспорт waveform OBJ. Ну, это обычный импорт-экспорт OBJ файлов. Дальше идет EdgeFlow. EdgeFlow аддон, который я недавно установил. В общем, что он делает? Возьму обычный цилиндр, и мне, например, надо сделать так, чтобы выровнять вот эти эджи. Я просто их выделяю, нажимаю Set Flow, и они у меня становятся равномерно, что позволяет при Subdivision использовать, да, Subdivision модификатор, и у меня не будет никаких артефактов. Это все, что делает этот EdgeFlow. Дальше идет Mesh F2, тоже аддон, который есть по умолчанию в блендере. Как им пользоваться? Например, у меня есть кубик, и я сейчас возьму, сделаю такой экструд, удалю эту точку. И что мне нужно сделать? Я хочу закрыть это все дело таким полигоном. Оп, оп. Как это сделать? Если я не буду использовать аддон, то я могу это сделать несколькими способами. Либо заэкструдить эту точку с привязкой, потом выбрать эти 4 точки, нажать F. И потом, ну, сделать вот так, да, заполнить. Но если у меня стоит этот аддон, то мне нужно выделить всего лишь угловую точку, да, которая находится на диагонали с той, которую мне нужно создать. Я ее выделяю, нажимаю F, и она мне создает этот полигон сама. То есть мне нужно ни к чему привязываться. И все. Я теперь могу сделать то же самое, что и в начале, только уже в 2 раза быстрее. Это все, что делает этот аддон. Дальше идет у нас Loop Tools. Loop Tools, я думаю, он у каждого человека есть. У меня, например, есть тоже цилиндр, да, и предположим, что он у меня, ну, какой-то вот такой срезанный, да. И тут тоже нарушен порядок этих эджей. Вот тут вообще вот так вот точка у меня смещена, например. И если я сейчас накину на него Subdivision Surface, то мы увидим такой некрасивый шейдинг, что он поломанный. И чтобы это исправить, вместо того, чтобы создавать новый цилиндр или вручную пытаться разводить эти точки, я выбираю верхний edge, нижний edge, на Loop Tools перехожу, Relax, и после чего нажимаю Space. Все, работает то же самое, как и EdgeFlow, только на более сложных формах, да. Иногда EdgeFlow может не справиться, он выдаст какой-то косяк, а вот если использовать Loop Tools, то тогда 100% все будет отлично, потому что используем Space, что он делает? Тут даже написано, да, он на одинаковое расстояние точки между собой ставит, чтобы у этих эджей выделенных было одинаковое расстояние между точками. И теперь при Subdivision Surface, оп, я сейчас его включаю, все супер, все идеально шейдит. Там еще есть, сейчас давай так сделаю, еще есть функции Curve, Flatten,
G-Stretch, но я этим ни разу не пользовался, поэтому не могу ничего сказать. Можешь в интернете найти более детальный гайд по этому аддону. Так, Machine Tools. Machine Tools это очень масштабный аддон, который я использую на процентов, может быть, ну вот если так посмотреть на включенные функции, на процентов 60, да, я использую этот аддон. Что он делает? Ну, можно увидеть, что он делает, да, какие функции он включает. Например, самое частое это Shift-S. Я могу сделать append, я могу почистить Blender сцену полностью от всего, почистить. Я могу открыть, создать что-то, я могу заимпортить, заэкспортить. Но еще что очень прикольно, это если я что-то моделирую, да, в Edit моде, я нажимаю Shift, пятая кнопка мышки, я могу выбирать ориентацию, Pivot Point, да, по трансформации какая. Вместо того, чтобы лезть мышкой сюда и выбирать вот эти вот все параметры. И если Shift, четвертая клавиша, я могу выбирать, к чему мне нужно, как называется, к чему мне нужно, в общем, магнититься, да, например, если я сделаю магнититься к точке, то у меня будет по точкам оно магнититься. Если я магнититься по эджам, он будет мне магнититься по эджам. Вот видишь, оп, все, быстренько это все переключается, вместо того, чтобы сюда лезть и выбирать здесь эти параметры, то есть я люблю быстро работать, чтобы не тыкать, не читать клавиши, а вот так вот интуитивно знать, где какая находится, и просто мышкой тянуть лево-право, вверх-вниз. Ну, тут есть Surface Slide, в общем, тут очень много функций, ребята, посмотрите детальный гайд, я думаю, что вы найдете для себя много чего полезного с применением этого аддона. Я его всем рекомендую, очень крутой аддон, и он бесплатный. Так, Mesh Machine. Mesh Machine пользуюсь я в таких случаях, если мне нужно убрать, например, бевелы, да. Наверное, видели видео, где чувак там какой-то бевел набрасывает, и потом его, ну, он ошибся, да, ему нужно, этот бевел убрать. Он выбирает просто сторону одну, нажимает Y, unbevel, все, отлично. Bevel убирается, и теперь мы можем поставить шарпы, чтобы они тут были. Bevel weights можем поставить, да, weight. И слайд какой-то. Слайд я не пользовался, в общем, ну, вот я использую Mesh Machine для этих случаев. Там же там есть boolean cleanup, но я привык вручную чистить boolean cleanup вот эти. И еще есть функция offset и тому подобное, поэтому тоже разберитесь, найдете для себя что-то полезненькое. Так, у нас осталось всего лишь несколько аддонов. Это Merge Tool первый, да. Что он делает? Merge Tool это если я буду что-то моделить и, например, чистить сетку после хайполи, да. Что мне нужно сделать? Я хочу эту точку приснепить к этой. Я могу нажимать Alt-1, чтобы их смержить, либо я могу нажимать единицу, чтобы приснепить. Да, это опять же таки помогает аддон Machine Tools, чтобы вот так вот мержить это все. Оп, оп, оп. Там вот так вот это все делать. Эти я хочу заколлапсить. Эти я там хочу через один выбрать, потом все заколлапсить. Да, очень много людей спрашивают, как ты это делаешь. Я нажимаю Ctrl-Shift+, выделяется вот так вот через один. Я нажимаю Alt-1, они мне все коллапсятся. Все. Но если у меня устал большой палец, он нажимает на Alt, а Alt у меня такая кнопка более, ну, такая островатая, да, на клавиатуре. И я просто могу одной рукой там вот так вот пить водичку, включаю этот инструмент в Merge Tool и начинаю коллапсить. Отлично, я работаю одной рукой. Так, дальше. Это все, что делает этот аддон. Следующий аддон называется Node Wrangler. Я думаю, что многие знакомы с этим аддоном, чтобы подключать текстуры в нодах, да, в шейдинге здесь, в этом меню шейдинге, чтобы подключать какие-то картинки, которые ты скачал где-то на Quixel Megascan, например, да, просто нажимаешь Ctrl-Shift-T, выбираешь картинки, они тебе создаются ноды, подключаются куда надо, и в общем очень все быстро это все работает. Переходим дальше. Asset Creation Toolset. Большой аддон, но я его использую только для того, чтобы делать ренейминг UV-шкам. Например, у меня есть несколько объектов, да, и у каждого из этих объектов будет разная UV-шка. Например, это будет так называться, это будет так называться. И для того, чтобы мне это все заджойнить, все в один mesh, да, у меня сейчас их 3, а для импорта в движок мне необходимо сделать, чтобы у меня был один mesh. Ну, это такое правило, да. И если я просто, ну, у каждого из этих объектов есть своя развертка, да, и если я сейчас сделаю Unwrap Smart Project, например, да, вот такая разверточка получится. Но прикол в том, что если я сейчас их заджойню, то у меня послетает развертка везде,
где она не будет соответствовать какой-то конкретной UV-мапе. То есть, вот видишь, они у меня теперь разбросаны по отдельным UV-шкам, а нельзя, чтобы такое было, нужно, чтобы была одна UV-мапа и один mesh. Так вот, чтобы сделать это все правильно, мне нужно переименовать все вот эти UV-шки, да, которые у меня называются 2, 3 и вот UV-map, мне нужно их переименовать на какое-то похожее название. То есть, чтобы они все назывались одинаково. Я выбираю это все дело, перехожу в Asset Creation Toolset и вот UV Tools. Да, я сейчас это все поскрываю. UV Tools. Я тут пишу, например, я тут пишу что-то написал, да, нажимаю Rename UV, у меня она переименовывается на всех выделенных объектах. И теперь, если я их заджойню между собой, у меня UV-шка сохранится, она будет лежать на одном UV-канале. Это очень круто, это очень полезная штука, которой я пользуюсь всегда, когда мне нужно это сделать. Также тут есть экспорт-импорт tools, вот, можно этим пользоваться. Material Texture Tools тоже есть, но я говорю, я этим не пользовался ни разу, может быть это что-то полезное, но не знаю, не нашел я этому применения у себя в рабочем процессе. Идем дальше. Bull Tool это такой, знаешь, это менюшка, которая позволяет тебе булинить какие-то части объектов. Вот, например, 2 кубика у меня есть, и мне нужно их забулинить. Так, перехожу, где он у меня находится, вот, в Edit, Bull Tool. Я выбираю это все дело, нажимаю там Difference, нажимаю Slice, нажимаю так. В общем, вместо того, чтобы тыкать клавиатуру, можно это сделать кнопками. Дальше идем по списку вниз, каблератор. Каблератор тоже крутой аддон, который позволяет тебе делать соединение между какими-то частями. Например, тебе провод какой-то нужно, да, прокинуть. Я нажимаю Shift-Alt-C, Create Cable, выбираю точку здесь, выбираю точку здесь, например. У меня создается кабель, и настройками, да, через какие-то клавиши я могу его настраивать под себя. Я могу сделать тут разные настройки, закрыть ему вот эти вот fill caps сделать, добавить больше поинтов, там сделать ему тянучесть и тому подобное. В общем, очень прикольный аддон. Я также его могу по какой-то курватуре, да, изменять, не курватуре, а курв по какой-то кривой. Дальше. Идем шорткат UV Rail. Ну, это то, что я вот включил, да, отображение кнопок. Welder. Хороший аддон, который позволяет накинуть какую-то минимальную сварку, да, базовую. Вот я выделяю вот эти вот штуки, перехожу в Welder, нажимаю Weld, и мне создается сварка. Сейчас, могу ее поворачивать, как мне удобно. Все, у меня создалась сварка, которая имеет вот такой вот набор модификаторов, и теперь, что я могу сделать, там, ZBrush закинуть, да, это как-то все объединить. В общем, можно придумать много чего с этим аддоном. Так, Render Engine, Radeon Pro Render Cycles, это движки рендера, да, у меня на них есть отдельные видеоуроки, да, как я им пользуюсь и вообще почему я пользуюсь Radeon Pro Render, да. Идет следующий аддон, это UV B2 RUVL, это Blender Tourism UV Layout, да. Если мне нужно сделать какую-то развертку, я выбираю Mesh, и у меня он перенесено в Quick Favorites, но здесь оно есть вот такая кнопка Send Tourism UV. Нажимаю, у меня этот Mesh переносится в Rism, я его могу по-своему разворачивать, потом нажимаю Ctrl-S, и у меня применяется развертка, вот. И я сейчас давайте покажу вам свои настройки, потому что по умолчанию тут говняные настройки. В общем, вот они. Мои настройки, делайте скриншот, себе ставьте, это очень круто. Я вам гарантирую. И последний аддон называется PyMenu Editor. Этот аддон позволяет создавать кастомный PyMenu через код, написанный на Python, да, вот. У меня даже было видео, прошлое видео до этого, да, я снимал про этот аддон, как я интегрирую ChatGPT, который пишет мне код, и я это делаю, я потом делаю команды, ну, на применение, да, я хочу накинуть сюда, например, у меня тут есть
несколько объектов, и мне нужно их все триангулировать. Я сейчас сетку включу, wireframe, и мне нужно их все триангулировать. Как бы я делал? Например, я перехожу так, triangulate, keep normals, выбираю настроечки, потом выбираю это все, Ctrl-L, link, copy modifiers, и оно на все применяется. Но это очень долго. И что я рекомендую? Ну как рекомендую? Что у меня сделано, да? У меня есть меню на Object Mode, я могу удалить все материалы, я могу сбросить кастомные нормально, поставить угол 60 градусов автосмуз, вот в одно движение мыши, да, вместо того, чтобы сюда лезть. И могу накинуть триангуляцию. Бах, оно везде у меня накидывается с моими настройками. У этого скрипта есть свой код, вот, который написался через чат GPT, опять же таки. Я снимал уже видео, как пользоваться этим, поэтому переходите на мой канал, смотрите это видео. Ну, а это был последний аддон, о котором я рассказал. В общем, ребята, я думаю, это достаточно информативное видео, и оно сбережет вам много часов работы в Blender. Поэтому жду от вас комментарий приятненький, да, лайк и подписочку с колокольчиком оформленную. С вами был Вахалюк, до скорых встреч, всем удачи и всем пока.